Всем привет! В этом видео я покажу, как сшить слип с закрывающимися ручками. Ссылку на выкройку я оставлю в описании под видео. Здесь хорошие размеры от 50 до 86. Я возьму 62 размер, но для начала нужно собрать выкройку. Собираем. На выкройке указаны количество деталей, удобно, сколько каких деталей нужно выкроить. Полочка 2 детали, все указано. Для пошива я использую трикотажное полотно Интерлок. Такие забавные лисята, мне очень нравятся. Для начала складываю пополам и прикладываю деталь спинки. Она идет одна штука со сгибом. На припуске оставляю по 1 сантиметру. Также переношу все выточки на ткань. Здесь обязательно ставим себе отметку там, где начинается ластовица. Такая деталь получается. Ее пока откладываем в сторону. Выкраиваем носочки. Рукав, 2 детали. Тоже складываю пополам, чтобы получилось сразу 2 штуки. Следок 2 штуки. Пометки все переносим. Ластовица 1 штука. Снова складываем пополам. Так удобно, чтобы получилось сразу 2 детали полочки. Я хочу сразу перенести отметки там, где будут кнопки устанавливаться. Делаю себе пометку сверху и снизу. Теперь займемся рукавами. Сейчас я покажу удобный способ, как сделать закрывающиеся ручки. Вверх я буду откладывать 8 сантиметров. Ширина детали будет 9 сантиметров. Таких деталей нужно 2 штуки со сгибом. Высота 8 и ширина 9. Вот такие детали получаются для кармашка. Они потом прикладываются сюда. Сейчас выворачиваем, складываем пополам по сгибу. И нужно хорошо проутюжить.
Затем будем прокладывать строчку. Вот такие две детали получаются для кармашков. На детали рукава я пометила себе, где спина, букву S поставила. И с другой стороны тоже буковку S поставила. Сейчас прикладываем деталь рукава лицом к лицу и кармашек. Когда мы складываем, выворачивается и будет закрываться. Перед сшиванием нам нужно обрабатывать на оверлоке. Прокладываем строчку. То, что мы уже оверложили, там проложили строчку. Теперь отгибаем, как бы пряча шов. И прокладываем фиксирующую строчку сбоку, с другого. То же самое делаем со вторым рукавом. Теперь займемся полочкой. Разметки я перенесла на обе стороны. И там, где у нас будут вставляться кнопочки, вот на этой части, я решила укрепить флизелином. Измерила размеры и выкроила деталь флизелином. Буду проклеивать эту часть, чтобы она была более плотной. Просто утюгом будем прижимать, придавливая флизелин к ткани. После этого край нужно обработать на оверлоке. Вот что у нас должно получиться. Краешки обработаны. Теперь по линии вот этой с краю мы отгибаем и хорошо нужно заутюжить. Это и будет планка под кнопки. Вот так у меня получилось. Ее можно оставить побольше. У меня здесь 1 сантиметр. Вы можете взять 3 сантиметра, либо 2, чтобы она была пошире, эта планочка. Но у меня кнопки не толстые, поэтому мне будет достаточно. Он потом будет внахлёст складываться. Теперь пришиваем носочки. В полукруг будем обрабатывать на оверлоке. Прокладываем строчку вот здесь. Деталь ластовицы. Здесь показан, где есть вверх. Сейчас я хочу перенести отметку на мою деталь. Помечу ее маркером, чтобы было заметно. На ножках также есть пометки, там, где начинается ластовица. Складываем друг на друга, как бы внахлёст, фиксируем иголкой. Это планка для кнопок.
И на ластовице отметкой вверх прикладываем к планке, прокладываем строчку от намеченных линий. Вот так должно получиться. Все должно войти в шов. Обратите внимание, чтобы все было ровненько. Вот что должно получиться. Ластовица вшита. Готово. Деталь переда у нас готова. Такая вот она получилась. Сейчас ее откладываем в сторону и берем деталь спинки. Здесь нам нужно вшить слитки. На следике есть отметки. Будем ориентироваться на них. Вшиваем от одной отметки до второй. Прошили от одной отметки до второй. Когда выворачиваем, получается вот такой вот следок. Теперь деталь спинки у нас готова. Нужно их соединить, деталь переда и спинки. Складываем лицом к лицу. И прокладываем плечевой шов. Затем в открытую пройму будем вставлять наши рукава. Швы нужно заутюжить на спинку. Теперь на рукавах есть пометки. Будем их вшивать. Берем один рукав. Соединяем вершину рукава. Там у нас есть отметка серединки. Вот эту отметку и соединяем со швом плечевым. Совмещаем и прокладываем строчку. Вот так получается такой рукавчик. Один, и то же самое со вторым. Перед тем, как сшивать рукав, обработаем его край на оверлоке. Теперь этот шов отгибаем, заутюживаем и прокладываем на машинке шов. После этого прокладываем единый шов. Ну вот, почти слипик наш готов. Вот такой он получается у нас красивый уже.
Нам осталось обработать горловину. Для начала нужно ее измерить, сколько она получилась в длину. У меня это 33 сантиметра. Значит, 33 я буду умножать на 0,75. Это и будет длина обтачки горловины. Получилось 24,7, но я возьму 24,5. Этого будет достаточно, потому что я возьму обтачку из рибаны. Значит, выкраиваем обтачку длиной 24,5 сантиметра и шириной 4 сантиметра. Обратите внимание, чтобы она тянулась в длину. В ширину не тянется, а в длину растягивается. Складываю пополам. Затем еще раз пополам. Краешки у меня будут закругленные. Я их сразу обрезаю. Теперь обтачку из рибаны нужно соединить с воротом. Для начала отмечаю середину на изделии и на обтачке. И прикладываю сначала к одному краю, прикладываем вовнутрь, чтобы шов получился внутри, как бы внутри, к одному краю, и скалываю булавкой. Можно наметать, как удобно. Вот с одного края прикалываем. Затем соединяем серединку. И с другого края тоже соединяем. Теперь равномерно растягивая рибану, прокладываем шов на оверлоке. Вот что у меня получилось. Такой аккуратный воротничок. Для того, чтобы шов не отгибался, я проложу строчку на машинке в самый край. Вот здесь буду прокладывать, вот здесь. Выворачиваем слипик. Он почти готов. Осталось поставить кнопки. Я ставлю отметки на равных расстояниях, там, где будут у меня кнопочки. Вот, наш слипик готов. Такие забавные лисята. Воротничок, кнопочки поставлены. Ручки закрываются по необходимости. Удобные отвороты с одной и со второй стороны. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте лайки, комментарии. Мне будет очень приятно. И до новых встреч!